уже плавно переходит в лето, а я до сих пор ни разу не обкатал в этом году свой байк. Еще немного подождать, и все зальет дождями, а потом и завалит снегом. И я решил, что дальше тянуть нельзя. И стащив по лестничным пролетам на своем плече свой двухколесный аппарат, я отправился в пробег по лесным тропам. Когда набираешь обороты, вращая педали и переключаешь скорость, ощущения невероятные. Особенно после полугода велосипедного простоя. Но в этот момент душа загорается желанием жить, и щелчок переключателя скорости возвращает разум на свое место. Вращение педалей замедляется. Недостаток опыта, тренировок, отсутствие велошлема и горячий пыл – это очень плохое сочетание. Любая смена обстановки перезагружает разум. А когда ты движешься на своем байке по лесу, ты погружаешься в картину, написанную профессиональным художником, где деревья по бокам немного размыты, как будто нарисованы размашистыми мазками, рукой умелого мастера. А впереди тебя все ярко и все четко прорисовано. Ты едешь и слышишь только ветер и шум пробега колеса по сухой хвое. Велопробег по лесной тропе с переменной высотой – это хорошая физическая тренировка и отличный способ получить душевное умиротворение. Проходит немного времени, и мы с моим байком становимся единым целым. Сегодня моей целью было не только покататься, но и испробовать новый гамак. Желание приобрести гамак у меня возникло достаточно давно. И наконец у меня появилась возможность его испробовать. Гамак для меня имеет много плюсов. Эта вещь очень портативная и легкая. Для дневных походов это сверхудобная штука. Ты можешь быстро организовать для себя удобное место, чтобы отдохнуть и перезарядить батарейки. Такая подвесная лежанка – это кровать, которая всегда с тобой, которая легко помещается в твою сумку. С гамаком ты можешь останавливаться в самых живописных местах, чтобы немного отдохнуть. А можешь остановиться и на ночь. В сочетании с тентом и спальником это очень хороший вариант. Тебе не надо расчищать место от шишек и камней для того, чтобы поставить палатку. Такая кровать быстро фиксируется. В ней можно посидеть и раскачиваться, как на качелях. А можно удобно прилечь, глядя на небо сквозь стволы деревьев. После своего обеда, расположившись в гамаке под легкое раскачивание, дневной сон наступает просто моментально. После хорошего отдыха
Путь обратно был неспешный и комфортный. Я знаю, это легко. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А свои пожелания оставьте в комментариях. Пока.